Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную снежинку крючком. Давайте рассмотрим ее поближе. Я использовала в ее изготовлении перламутровые бусинки. Я думаю, они очень украшают снежинку, делают ее по-настоящему, по-новогоднему нарядной. Размер такой снежинки у меня получился 13 сантиметров. Так, если по этим макушечкам померить, да, 13 сантиметров. Вот за эту петельку можно сделать подвес из серебряной ниточки и использовать как елочную игрушку. Вязать ее очень просто, а смотрится она красиво. Если вам нравится такая снежинка, поставьте большой пальчик вверх, пожалуйста. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Что нам потребуется для изготовления такой снежинки? Ну, конечно же, нитки. Я беру белоснежные ниточки Анна 16 от Сиам. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 100 граммах 530 метров. Крючок я использую 1,5 миллиметра. Также нам понадобятся бусинки. Сегодня я буду вязать из бусинок вот таких стеклянных. Они чуть-чуть побольше диаметром, чем вот эти жемчужные. Это как перламутровые. Но так как у меня их меньше, чем мне нужно всего 72 бусинки. Я буду их комбинировать вот между собой. Посмотрим, что получится сегодня. Серединку сделаю из вот этих стеклянных перламутровых. Потом у меня будут жемчужные, потом снова перламутровые. И на кончиках тоже будут жемчужные. Но это я из-за того, что у меня бусинок осталось меньше, чем нужно. Поэтому пришлось скомбинировать. Итак, для изготовления этой снежинки нам понадобится 72 бусинки. Можно и разноцветные, и красные, и голубые. Ну, какие есть в наличии, такие используем. Все у нас идет в дело. Следующую снежинку я буду вязать бусинками молочного цвета. Ну, сегодня вот такая будет. Я уже нанизала на ниточку 72 бусинки. И приступаем к работе. Итак, лишнее уберем пока. Делаем начальную петлю. Повторяю еще раз, у нас на ниточке 72 бусинки. Если у вас помельче или покрупнее, ничего страшного, все равно хорошо получится. У меня диаметр бусинки примерно 4 миллиметра. Вот эти, которые покрупнее, может быть и 5. Так. Придвигаем 6 бусинок к крючку, отсчитали. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через начальную петлю. Замкнули бусинки в колечко. Вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема, и сюда же между этими бусинками провязываем столбик без накида. Хвостик мы обвяжем потом в следующем ряду. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. Между первой и второй бусинкой провязываем столбик без накида. Вот подхватываем под ниточку, вставляем крючок и столбик без накида.
Получилась арочка из 3 воздушных петель. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3. Между второй и третьей бусинкой вставляем крючок и провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Снова бусинку пропускаем и вяжем в промежуток столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Столбик без накида между 4 и 5 бусинкой. 3 воздушные, арочка, столбик без накида между 5 и 6. И последняя арочка из 3 воздушных, 1, 2, 3. И соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. У нас получилось 6 арок из 3 воздушных петель. Вот такая серединка снежинки у нас будет. Так, вяжем второй ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 1 воздушная петля подъема. И в каждую арку провязываем по 4 столбика без накида. Первый начальный столбик без накида. Второй сюда же в эту арку столбик без накида. Так, бусинки сейчас я подвину. Они нам еще не скоро понадобятся. Третий сюда же в эту арку. Четвертый. Провязали 4 столбика в первую арочку. Переходим к следующей арке из 3 воздушных. И в нее также провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Так, сейчас подальше бусинки сдвину. В следующую арку вяжем 4 столбика. Итак, по рисунку вяжем до конца ряда по 4 столбика без накида в каждую арку. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, провязали последние 4 столбика без накида в арку и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 6 4 24 столбика без накида. Вяжем третий ряд. Нам нужно выполнить начальный столбик с накидом. Вытягиваем ниточку на высоту столбика, вот так пальчиком придерживаем, перекручиваем, сделаем такой навив на крючок, подхватываем рабочую нить, вытянули, еще раз рабочую нить через 2 петли на крючке. Вот такой начальный столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля, арка, накид, и в следующий столбик без накида провязываем столбик с накидом обыкновенный. Так, мне тут туго провязано. Угу. Вот. 1 воздушная петля, накид, следующий столбик без накида провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом в следующий столбик. Так, вяжем по кругу. У нас получится 24 столбика с накидом и 24 арки из 1 воздушной петли. Подошли к концу ряда, провязали последний столбик с накидом, 1 воздушная петля, арка, и соединяем вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. Соединили. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. Воздушная петля подъема.
И нам нужно провязать начальный столбик без накида, рельефный изнаночный. Итак, заводим крючок сзади наперед этого столбика, куда делали соединение. Вытянули рабочую нить. Провязали столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арка. Вокруг следующего столбика также вяжем рельефный изнаночный столбик без накида. Заводим крючок сзади наперед. Провязали столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Вокруг следующего вяжем рельефный изнаночный столбик без накида. 3 воздушные, арка. Так, вяжем по кругу. Встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 3 воздушных, и вместо нее мы делаем 1 воздушную петлю, накид, и в вершину начального столбика без накида провязываем полустолбик с накидом. Вытянули ниточку, 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Это полустолбик с накидом. Таким образом сформировали арку из 3 воздушных петель. 4-й ряд у нас готов. У нас получилось также 24 арки из 3 воздушных петель. Вяжем 5-й ряд. Воздушная петля подъема, и в эту арку, которую мы формировали, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку 2 столбика без накида, 1, 2. В следующую арку 1 столбик без накида. Отодвигаем 4 бусинки. Вот их к крючку придвинули. И в следующую арку провязываем 1 столбик без накида. Вот здесь у нас петля из 4 бусинок образовалась. В следующую арку 2 столбика без накида. Сейчас еще раз вместе сделаем вот такой финт. Далее арка из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку 2 столбика без накида. Далее 1 столбик без накида в арку. И снова придвигаем 4 бусинки. Придвинули, и в следующую арочку провязываем столбик без накида. Эти бусинки, они сами ложатся так, как им удобно, и это вот такое колечко у нас получается. В следующую арку 2 столбика. Давайте еще раз вместе сформируем такие бисерные кружочки. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку 2 столбика без накида. Далее 1 столбик без накида. И снова делаем
колечко из бусинок. 4 придвинули. И в следующую арку провязываем вот за ниточку после 4-й бусинки. Подхватываем столбик без накида. В следующую арку 2 столбика. И снова идет арка из 5 воздушных. Все, продолжаем вязать самостоятельно. И встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Нам осталось сделать последнюю петлю из бусин. Вставляем крючок, подхватываем рабочую нить за бусинками. Провязали столбик без накида в следующую арку. И теперь в начальную арку, вот в первую, в которую мы уже провязали первый столбик, еще один столбик без накида и соединяем вершину начального столбика. Вот так у нас получается 6 вот таких колечек из бусинок. Снежинка у нас шестигранная, как и настоящие снежинки все. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 5 воздушных. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. Накид. Сюда в арку провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Итого 4 столбика провязали. Придерживаем пальчиком, вынимаем крючок и вставляем в вершину в 3-ю воздушную петлю подъема. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Сделали начальный попкорн из 4 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Сюда же в эту арку провязываем еще 4 столбика с накидом, из которых будем делать попкорн. 2 столбик с накидом, 3 и 4. Провязали, вынимаем крючок, вставляем в вершину первого столбика под 2 ниточки, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Вот, затянули. 2-й попкорн готов. 3 воздушные, арка. 1, 2, 3. Вяжем 3-й попкорн сюда же в эту арку. Если любите попкорны пообъемнее, можно делать и из 5 столбиков. Так, 4 столбика я провязала. Вынимаем крючок, вставляем в вершину первого столбика, вытянули. И снова 3 воздушные, арка. 1, 2, 3. И вяжем последний 4-й попкорн. Также я делаю из 4 столбиков с накидом. 1 столбик, 2, 3 и 4. Вынимаем и доделываем попкорн. Протягиваем петлю через вершину первого столбика с накидом. Все, сделали цветочек из 4 попкорнов, между ними арки и из 3 воздушных петель. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Так, бусинки нам в этом ряду не понадобятся, можно подальше их отодвинуть. Поднимаем наш вот этот кружочек, колечко. 1-я, 2-я бусинка, и в промежуток между 2-й и 3-й вставляем крючок под ниточку, провязываем столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. И в следующую арку из 5 воздушных петель также провязываем 4 попкорна, между ними арки из 3 воздушных петель. И далее 2 арки из 4.
Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 4 воздушных и делаем соединительную петлю в вершину начального попкорна. 6-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Потом при блокировке все расправится, все повернем в нужную сторону, и будет вот такая ровненькая, красивая у нас снежинка. Так, далее вяжем 7-й ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку. Между первым и вторым попкорном 1 воздушная петля, и в эту арку провязываем 2 столбика без накида, первый начальный и второй. В следующую арку между вторым и третьим попкорном провязываем столбик без накида, сдвигаем 4 бусинки к работе, вставляем крючок в арку, подхватываем рабочую нить и провязываем в эту же арку, куда последний столбик без накида, между вторым и третьим попкорном столбик без накида. Так, сформировали колечко из 4 бусинок. Теперь в следующую арку 2 столбика без накида, 1, 2. Итак, между первым и вторым попкорном 2 столбика. В серединку вот этого цветочка провязываем 1 столбик, формируем колечко, еще 1 столбик без накида, и в следующую, в третью арку также 2 столбика без накида. Так, переходим к арке из 4 воздушных и в нее провязываем 4 столбика, 1, 2, обвязываем арочку, 3, 4 столбика без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующую арку из 4 воздушных также провязываем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее в следующую арку 2 столбика без накида. В среднюю арочку сначала делаем 1 столбик, 4 бусинки берем, и в эту же арку провязываем еще 1 столбик без накида. В третью арку из 3 воздушных 2 столбика без накида, первый и второй. В следующую арку 4 столбика без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3, и в следующую арку также 4 столбика. Обвязываем и вторую арочку. Так, все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последние 4 столбика без накида в арку и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 7-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем последний 8-й ряд. Сейчас нам нужно отступить назад. Вот давайте вот так крючок вставим в предыдущий столбик. Он у нас 4-й на этой арке. Начнем ряд с этого места. Вот так. Немножечко сделали отступ на 1 столбик вправо. Далее накид. Переходим вот к этому колечку бисерному и между первым и вторым столбиком вставляем крючок под ниточку, провязываем первый столбик с накидом не до конца, провязали накид, 2 петли на крючке, накид, вставляем крючок сюда же под ниточку между первой и второй бусинкой
И вяжем второй столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Это маленький кластер из 2 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, бусинку отодвигаем и между второй и третьей бусинкой провязываем столбик без накида. Так, 3 бусинки у нас едут к крючку. Вставляем крючок сюда же под ниточку и провязываем столбик без накида сюда же между второй и третьей бусинкой. И на макушечке у нас сформировалась вот такая треугольничек из 3 бусинок. Такая макушечка. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, пропускаем одну бусинку и вот перед четвертой провязываем такой же кластер из 2 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца и сюда же под ниточку второй столбик с накидом не до конца. Закрыли 3 петли на крючке, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3 и в следующие 4 провязываем по столбику без накида. Эти 4 столбика у нас провязаны в арку. Так. Все, потом при блокировке мы раскроем и ляжет у нас ровненько, аккуратненько будет. Далее арочка у нас из 3 воздушных, в нее провязываем столбик без накида, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, сюда же в эту арку еще один столбик без накида. Далее 10 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В эту арку еще один столбик без накида. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в эту же арку еще один столбик без накида. У нас здесь на макушке получается лепесток, цветочек из 3 лепестков. 6, 10, 6 воздушных. Мы их потом на блокировке расправим, и у нас получится вот такой интересный кончик. Так, следующие 4 столбика по столбику без накида. Накид. Переходим к следующему вот бисерному колечку и между первой и второй бусинкой провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Три воздушные, 1, 2, 3, между второй и третьей бусинкой столбик без накида, пододвигаем 3 бусинки и сюда же между второй и третьей провязываем еще один столбик без накида. 3 воздушные, вот у нас уголочек такой получился. Сделали 3 воздушные и снова вяжем кластер между 3 и 4 бусинкой. Пропускаем 3 столбика, в следующие 4 вяжем по столбику без накида и потом подходим к арочке и в нее такой же цветочек вяжем из 3 лепестков. 6, 10, 6 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Вот подходим к концу ряда, провязали последний цветочек. Далее у нас идут 3 столбика, 1, 2, 3 и соединяем вот в начало ряда. Вот в этот столбик мы возвращались, вот в него соединение сделаем. Все, ниточку закрепляем, отрезаем,
Сейчас прячем хвостик и ставим нашу снежинку на блокировку. Блокировку я буду делать при помощи клея ПВА. Погружаем полностью всю снежинку в клей, отжимаем. Но чтобы наши бусинки блестели, нужно потом будет их просто протереть, чтобы они были у нас не в клее, а сверкали. Все, сейчас расправим все элементы и ждем до полного высыхания. Наша снежинка получится вот такая твердая. Посмотрите, как блокировка раскрыла снежинку во всей красе. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!